Казахстан не является прямым участником переговоров, но мы рады, что именно на территории Казахстана, в Алмате, в государстве, которое первое в мире отказалось от 4-го по размеру ядерного потенциала, прошли эти переговоры, и я думаю, что это в том числе и оценка деятельности Казахстана, казахстанского руководства во вклад по нераспространению ядерной угрозы и ядерного оружия. Мы думаем, что прошедшие переговоры внесли вклад в укрепление взаимопонимания между Ираном и группой международных переговорщиков. Казахстан приветствовал решение сторон о продолжении переговоров. Была подчеркнута необходимость решения проблемы исключительно мирным дипломатическим путем. Уже известно, что участники алматинского раунда договорились встретиться 17-18 марта в Стамбуле на уровне экспертов, а 5-6 апреля вновь собраться в Алмате. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал договоренность Ирана и стран «шестерки» продолжить диалог в ближайшее время. Казахстанская сторона подтвердила готовность принять очередную встречу в Алмате. Широкие круги американских экспертов и технарей, политологов, военных вовлечены в этот диалог. Не знаю, можно ли это назвать policy review в отношении Ирана, или это что-то такое менее масштабное, но, по крайней мере, в исследовательских кругах именно поиск новых подходов, возможных сценариев, по каким вообще форматам вести диалог, только ли шестерка или только двусторонний диалог. Сейчас большая тема внутри США, и, естественно, до того, как этот процесс завершится внутри США, наверное, тяжело ожидать каких-то серьезных подвижек в диалоге в целом. Поэтому есть сразу несколько превходящих, те переговоры, которые состоялись в Алматы, и, на мой взгляд, важно, что достигнута, по крайней мере, договоренность от следующей встречи. Важным моментом в успехе или неуспехе переговоров в рамках Иран-шестерка – это внутриполитическое положение в Иране. Надо сказать, что оно довольно сложное по всем аспектам. Во-первых, правящая элита страны, надо сказать, раздроблена. И там нет единства мнений не только по решению ядерной проблемы, но и по будущему развитию страны. Это особенно хорошо показывает вот нынешний период, предвыборный период, 14 июня в Иране президентские выборы. Как известно, нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад не сможет выставлять свою кандидатуру, он уже 2 срока отработал. Но, однако, его влияние в определенных кругах иранской элиты существует. И, по всей вероятности, его человек, его команда будет бороться за кресло президента. Понимаете, сейчас до выборов, а точнее до осени. Почему? 14 июня выборы, инаугурация в начале августа, по-моему, 3-го, если не ошибаюсь, августа инаугурация, и, соответственно, новому президенту нужно будет сформировать правительство. Значит, разговор может идти только осенью. Я на 120% уверен, что до этого момента никаких подвижек Иран делать не будет. Любой шаг делегации Иран-шестерка, плюсовой или минусовой, неважно, он будет расценен оппонентами этой группы в Тегеране как предательство национальных интересов. Неважно, победит вот в этом, так сказать, переговорном процессе Иран или проиграет, в любом случае это будет расценено как предательство. Это могу утверждать 100%. Поэтому, но в то же время Иран не заинтересован в том, чтобы прекращать процесс. Для того, ни в коем случае. И вот это, как говорил в свое время Троцкий, ни мира, ни войны, вот это будет продолжаться до осени. И я думаю, до поздней осени. Поэтому, конечно, они с удовольствием будут
в Стамбуле встречаться со специалистами вот, в марте. И поедут в Алмату, безусловно, с большим удовольствием в апреле. Но решений не будет. Не будет решения. Когда в 60-е и 70-е годы Иран или какая-либо другая держава была озабочена ядерными технологиями, мы прекрасно себе отдаем отчет, что никакие мирные технологии тогда и не могли исследоваться, потому что по состоянию на конец 60-х годов ядерная энергетика представляла собой, так сказать, нечто экспериментальное, экономически необоснованное и, по сути дела, так сказать, ну, некую опцию, которой еще нужно овладеть. Поэтому все исследования, которые велись в 60-е годы и не имеющие конкретной технологической и энергетической реализации, продолжаемой в 70-е годы, они, безусловно, носили ядерный характер. Ну, характер именно стремления приобретения доступа к ядерно-оружейным технологиям. Поэтому скрывать тут нечего. С самого начала ядерная программа Ирана, она была именно военной. И военная компонента была основной. И геополитическое плечо здесь очень простое. Уже к началу 70-х годов было понятно, что в биполярном мире вес государств, не участвующих на стороне четко одной или другой стороны, может быть увеличен кратно только путем получения доступа к ядерным технологиям. Мы видим это на примере Индии и Пакистана. Мы знаем, что всего лишь навсего 10 лет назад был пройден очень тонкий критический момент между двумя этими государствами, который, слава богу, мировое сообщество смогло разрулить. Но, вы помните, разруливая гипотетическую ситуацию возможного применения сторонами ядерного оружия, мы с вами ни в коем случае не обсуждали вопроса, насколько правомощно Индия и Пакистан этим самым ядерным оружием обладают. Почему у нас по-другому совершенно стоит повестка дня в отношении обладания ядерным оружием именно Ираном? Совершенно четко мы понимаем, что такой, ну я бы не сказал неонацизм, да, но понимание, что не все режимы руководствуются цивилизационными ценностями, есть в мировом сообществе. И поэтому речь идет не только о вот, факте обладания и необладания ядерным оружием, как о неком фетише, а о том, что для каких целей могут режимы получать доступ именно к ядерно-оружейным технологиям. И здесь маленький как такой закуточек, который нужно технологически зайти для того, чтобы увидеть ситуацию со стороны там, экспертов. Мы прекрасно понимаем с вами, что для террористического способа применения ядерного оружия нужно развивать именно урановую программу, потому что только ядерный боеприпас на основе урана 235 может быть применен скрыто, без, по сути дела, объявления войны, в условиях его транспортирования близко к территории противника и может являться не сколько даже оружием сдерживания, а сколько, так сказать, вот, как бы антитезисом на политическое давление. И когда мы с вами понимаем, что существует такая система взаимоотношений между различными государствами, что есть непреодолимые политические противоречия там, по линии Иран-Израиль, Иран-Соединенные Штаты, и понятно совершенно, что именно наличествующая программа, ориентированная на обогащение урана, сама по себе и является демонстрацией и прямым указанием не сколько на приобретение технологий ядерного оружия, потому что, не будем обсуждать такую путанную ситуацию в Северной Корее, да, поверим гипотетически нарисованной нам картине, которая, я уверен, далека от истины. Но смогла же Северная Корея, так сказать, некое количество, как минимум, плутония, пригодного для применения в ядерном взрывном устройстве, наработать. Собственно говоря, на территории Ирана есть установки, которые позволяли бы гипотетически делать такие же шаги и сегодня демонстрировать наличие, так сказать, даже при всех прочих равных, наличие такого подхода или приближение к такому подходу, то есть применение именно плутония. Нет.
Иран четко и последовательно, сохраняя распахнутой, по сути дела, дверь, но не пуская за этот самый порог, он показывает: я пройду достаточно длинный и, скажем так, весьма дорогостоящий путь, но мы получим урановый ядерный боеприпас, и в гипотетическом виде, да, а мы знаем, что основным компонентом нужно значимое количество урана. И здесь ситуация, вот возвращаясь к позиции Казахстана, который предоставил, на самом деле, на мой взгляд, не только площадку, но и заранее как бы предложил концепцию контролируемого хранения именно урана, мы должны сказать, что, безусловно, если бы, до начала, трудно себе представить, когда это было, да, так сказать, грубо говоря, если бы такая инициатива родилась в начале 90-х годов, и мировое сообщество согласилось, что должен быть депонирован в том числе и энергетический уран, так сказать, в центрах депонирования, как сейчас предлагается, так сказать, в Казахстане, то, безусловно, отсутствовал бы предмет торга в виде наличных центрифуг сегодня в Иране, потому что невозможно было бы уже к концу 90-х сформулировать эту как задачу, а в 2000-х начать решать, если бы каждая страна, желающая развивать ядерную энергетику, имела бы доступ к Международному банку урана, из которого могла бы в соответствии, так сказать, с неким регламентом черпать или квотировать соответствующий запас урана с целью последующего применения в ядерной энергетике. И поэтому мы видим, что ряд инициатив Нурсултана Назарбаева, они на самом деле как бы предвосхищают политику сегодняшнего дня. И, к сожалению, вот мы уже опять попали в ситуацию, когда мы не можем напрямую воспользоваться предложенным решением и вынуждены с вами вот балансировать, да, так сказать. Почему все уходит в разговор с экспертами? Да? Потому что эксперты говорят: дайте нам доступ к центрифугам. Но я вам напомню, ситуация как с Ираком была. Там же, так сказать, обогащение урана шло на американских коллютронах, и по факту после первой кампании ведь ряд коллютронов разрушенных и уничтоженных были изъяты, часть из них оказалась на территории Российской Федерации. У нас есть неопровержимые доказательства, что имел на руках Ирак, еще хусейновский, еще до первой кампании, высокообогащенный уран по концентрациям выше необходимого для цели ядерной энергетики. Вот. Поэтому, но мировому сообществу это не демонстрируется по простой очень причине, потому что центрифуги американские, коллютроны, да, там были. И, собственно говоря, американцы, так сказать, свели все на нет, и количественные конечные показатели никому не известны. Поэтому сегодня, конечно, эксперты озабочены очень простым: создать систему верификации, которая позволяла бы отделить вот эту программу обогащения, да, как бы до состояния, до кризиса. Пожалуйста, обогащайте сколько хотите там. Вот. Но при повышении концентрации по 235-му, безусловно, наступает, заканчивается эра стабильности программы урановой. Или там ядерной программы Ирана, которая суть заключается в обогащении урана, и переходит в предмет уже необходимого острого политического регулирования.